у тебя бывают дни, когда у тебя ничего не получается? Yeah, well, I'm 45 years old. Sometimes I just get tired. Я уже 45 лет, мне иногда бывает, что я очень сильно устаю, тогда да. Грэм, скажи, сколько нужно времени для того, чтобы вот так вот совершенно спокойно ездить, научиться вилле? Everybody's different, but if you understand the technique, it can be done any age and quite quickly. Вообще, конечно, все люди разные. Но если поймешь, что такое, как именно надо это делать, он любой возраст может делать очень быстро. Насколько важна экипировка для новичков, ну и не только? Как разобраться в том, что нужно покупать, когда покупать, на каком этапе, какие колени, какие мотоботы, а главное, не что купить, а где купить, потому что когда ты приезжаешь в магазин, даже там, где написано в интернете, что там все есть, то обычно ты попадаешь на один размер мотобот, не можешь сравнить их, абсолютно не разбираются в коленях, ты понимаешь, что ты приехал, потратил время, а это все впустую. Поэтому мы покупаем свою экипировку в Moto 85. У парней огромнейший выбор, нереально большой магазин, где ты можешь приехать, все померить, помогут выбрать экипировку, разобраться во всех тонкостях. Ну а главное, друзья, получить дополнительные дисконты по промокоду ВсеВендуро. Поэтому не забывайте, Moto 85, они могут привезти вам в ваш регион. Не обязательно это должна быть Москва. Поэтому ссылочку оставляем внизу. Ну а мы продолжаем смотреть наше видео. Итак, пришло время показать и рассказать вам, как правильно переезжать бревна. Это тоже бывает. Это большая тема, и многие о ней спорят, многие разговаривают. Знает, как правильно, только один человек. Это Грэм Джарвис. Правильно, значит, как мы учили им, как поднимать переднее колесо, техника одинакова. То есть до первого, да, примерно говорю, 50 сантиметров, поднимаешь чуть-чуть переднее колесо, тоже самая техника, даешь компрессии, когда он начинает обратно идти, и отпускаешь сцепление, чуть-чуть даешь газ. Ну, пока обе колесо переезжает другой стороны, не отпускаешь газа. So then the bigger steps, you've got to start lifting the front wheel before. You can't run the front wheel into it. You've got to compress, get a better lift. And then the key's to touch the front wheel. You touch the front wheel and then you pull up because you get a compression when the front wheel hits. Потому что когда переднее колесо трогает туда, он автоматически вам дает обратно декомпрессию. Да. И это время вы должны держать чуть-чуть тело вперед Впереди. и держать газа, Да. чтобы не останавливать. Если он совсем высокий, тогда придется, вы должны тоже прыгать вместе с мотоциклами. Прыжок Да. вперед. Да. То есть С коленями. pull up. Да. The front wheel up here, extend the legs Да. down. Ага. То есть, правильно, давайте подведем итог. Для того, чтобы переехать правильно бревно, необходимо сантиметров за 30-50 вот здесь уже поднимать колесо. Открываем открываем чуть газ, ударяемся задним колесом, закрываем газ при приземлении. Да. Если Ну, это время, это очень важно, это время не отпускайте сцепление до конца. да, Если вы отпускаете, тогда вы можете потерять контроль и улететь мотоцикл. если препятствия немного больше, зрительно необходимо соизмерить высоту препятствия, положить его на плоскую поверхность, и именно с такой вот оттуда необходимо поднимать переднее колесо.
Я на самом деле прекрасно понимаю, что у Грэма можно учиться бесконечно. Вот просто рядом с ним поездив, посмотрев, как он управляет мотоциклом, что он делает, это, конечно, прям уникальный опыт. Cutting the power lines, we're done talking about it. A spark turns into fire, and we're not sorry about it. If you're not sleeping tight, you know we're onto something. You hear the streets are crying, ocean turns into fire. Джарвис, Грэм всегда едет немножко другой тропой, не той, которой едут ребята. У него он выбирает свой путь, и этот путь всегда сложнее и интереснее. Да ну нафиг! Да как это возможно? We are only causing riots. Words move from mouth to mouth. Justice is also troubling. It's been a long time. Бесконечные переставки вот эти. И огромная работа телом, баланс. Все вместе работает. Но иногда вот эта вот техника Бернацкого, толкнуть мотоцикл, подтолкнуть, использует Грэм Джарвис. Приехать на мотоцикле. Господи ты, боже мой, сидел бы дома, все лазит. Идем все вместе чинить Грэму цепь. Смотри, какая у него кепочка, видишь, висит. Короче, какой бы звездой ни была, проблемы у всех одни и те же на самом деле. У кого-то звезды, у кого-то цепь. Интересно, вот фара у него маяк или нет? А что он обычно возит с собой в рюкзаке, когда он участвует в романьяке? Graham, do you have some parts in your backpack for a race? For the race? Yeah. Some parts. No? No. Вообще ни хера не возит. Инструменты не возишь, нет? No tools, no parts. Maybe an 8mm spanner. Да нет, говорит, не нужно, это ж Husqvarna. Какие у тебя были самые страшные моменты, вот когда у тебя ломался мотоцикл на гонке? Yeah, I've had, problems. One time I had a bit of wire catching the wheel. I was going quite fast. I went over a jump, and the bit of wire, a bit of fence or something got caught and locked the wheel in the chain, and then it locked up, and then I had a big crash. But luckily, I got going and finished. Летел очень быстро, с большой скоростью, заблокировалось колесо, порвалась цепь и очень сильно улетел вперед. А бывает такая ситуация, вот в особенности в Румынии, что там же дикие места, и ломался мотоцикл? Yeah, I had a few problems in the early years. I had, various problems. So I had some couple of retirements, but that was years and years ago. Несколько лет назад сломался мотоцикл, да, был сход по техническим причинам. You kind of learn from your mistakes, make sure the bike's prepared properly. Учишься на своих ошибках и, соответственно, готовишь мотоцикл лучше.
Вот здесь вот в кругу друзей, признайся нам, были проблемы с поршнем у Husqvarna? No, no problems. No problems. Знаешь ли ты, что существует перенос форсунок? No, I think the TPI's had some good development, so it's really good now. TPI самый лучший мотоцикл. Да, окей. Лучшая система. Лучшая система. Что у него обычно стоит, когда он ездит в Румынии? Это мус или тублес, или тублес и мус? Tubeless in Yeah, your in a race race. we just use mooses because it's safer. You know, the Mhm. tubeless or heavy duty tubes. It's okay, but there's always a risk you're going to puncture. So, and a moose you can run it really soft, and it protects the rim a little bit. With a Right on tubeless Michelin Mousse. Michelin moose, yeah. Мишлен мус, Да, да? используют Michelin Mousse, но иногда и комбинируют тюблес вместе с муссом. А были какие-то проблемы с мотором или там с радиатором? No, I've dented radiators, but it's never stopped me finishing a race. Даже небольшие повреждения не мешают ему финишировать гонку, потому что ездит слишком быстро. Да, да. Окей, а он возит с собой запасные ручки, ножку переключения передач, ручки, тормоз, сцепления? No, sometimes we just carry a few tools, maybe a spark plug or, you know, sometimes a spare lever. We put it in the airbox. Sometimes, you know, we have the. Иногда кладут фильтр-бокс, чтобы да, были запасные, но не всегда. Все зависит от того, какая гонка предстоит. Если это опасный рельеф или опасные какие-то места, то да, обязательно берет с собой. Было ему хоть раз страшно в горах, на гонке, и какое-то отчаяние было? Yeah, very. Yeah. One time when the bike broke in Romania, I was stuck there for a few hours, wondering if I was going to be rescued. I had to start a little fire, keep warm, survival. Один раз ему было страшно, он остался в Румынии на несколько часов, пришлось развести небольшой огонь и ждал помощи. Мы, ребяточки, продолжаем ждать ремонтную бригаду для Грэма Джарвиса. И вот сейчас с ним вот так вот приятно очень поговорили, так сказать, без купюр. На маленькую камеру DJI, которую нам подарил Дауд. Спасибо тебе, дорогой. Вот твоя камера снимает самого Грэма Джарвиса. Друзья, следующее упражнение, про которое рассказывает Грэм Джарвис, это как правильно чувствовать заднее колесо мотоцикла, баланс и вот все это интегрировать с переезжанием с бревном. Значит, сейчас он покажет, как это нужно делать правильно. То есть идея в том, что нужно просто переехать бревно и остановиться задним колесом на бревне, удерживая баланс. Еще раз. Go it over in your mind step by step, so it's first gear. So if you come in too fast, you won't have time to compress. So it's got to be nice and slow to get that compression. So you're coming in, and before the log, just think the first thing to do is to flex down with your knees. That's all you have to do, and then you're in a good position to lift up. Wait till the front wheel hits, and it's extending a little bit. So the priority is minimum. Got to flex them legs into it, pull up, extend, and then obviously you've got the front brake and everything. But break it down step by step. First gear, get your speed. Главное Speed. подходить к прогрессу постепенно, и сейчас это делать на первой передаче, медленно подъезжать, прожиматься, и все получится. It's all new techniques, so
you know, quite a lot. There's multiple things to think about. We've got a mixture of the key points here. So it Когда can- изучаешь что-то новое, всегда есть много моментов, много органов управления, и это все получится не сразу. so Gives us, this is preparing us for multiple obstacles. So when you've got the brakes, you know, you've seen it before, logs. We've got one log, but we're practicing to arrive slow, ready for the next obstacle. Because if you come к too проезду fast, нескольких it's always препятствий подряд. So try and remember the steps. I think that's the key. So it's slow speed, flex the legs, compress, pull up, brakes. So kind of 4 steps there. Key point. А, Slow speed. Медленно подъезжаем, прожимаем, поднимаем колесо и останавливаемся. На самом деле упражнение не настолько простое, как может показаться многим зрителям. Попробуйте обязательно и напишите в своих комментариях, получается ли у вас. А у вас, Павел, получается? Получается с трудом, не получается вот это вот выпрыжки. Грэм все время просит перед бревном немножко поднимать, как бы выпрыгивать и тут же приземлять переднее колесо, оставляя заднее на бревне. Конечно же, это упражнение, если им овладеть в совершенстве, оно очень хорошо поможет ехать в секцию бревен. То есть ты перед следующим бревном останавливаешься, потом снова проезжаешь, потом снова проезжаешь. Надо тренироваться. And sometimes, you know, you've got to go back a step. Sometimes you've just got to get over. If you're not used to covering the front brake, just ride over, covering the front brake. Get used to that feeling, and then start to slow it down a little bit. Если непривычно всегда держать палец на переднем тормозе при проезде таком, то лучше сначала потренироваться в этом отдельно, а потом уже переходить, собственно, к бревну. Посмотрим, он будет комментировать, ну а я буду просто показывать. Оп, почти получилось. Вот, хорошо. Медленней, говорит, медленней. Эх, вообще проскочил. Вот, хорошо. Вот, молодец. Вот, вообще прекрасно. Грэм сейчас всех похвалил, сказал о том, что все молодцы и грубых ошибок особо никто не делает. И пора переходить ко второму упражнению. Упражнение, которое даст вам возможность оказаться на тумбочках почти всех российских гонок. Ну или очень гармонично и легко управлять своим эндуро-мотоциклом. Итак, упражнение заключается... Вот это простое упражнение, как говорит Грэм, оно довольно простое. Тебе всего лишь нужно... Что ж тут происходит, черт возьми, а? Тебе всего лишь нужно занести переднее колесо, немного продавить подвеску, приподнять, прокатиться передним колесом по препятствию. По сути, ничего сложного, давайте поговорим про технику. Тут мы используем технику, которую мы изучали, контроль всех тормозов и травица сцеплением. Нужно продавливать подвеску перед тем, как заехать, чтобы снять вес с переднего колеса. Китайского языка это звучит так. Надо поднять колесо на уровень выше, чем едет заднее колесо, проехать там, объезжая какой-то камень, препятствие или еще что-то, да, и просто съехать дальше. То есть задача научиться ездить по разным траекториям, передним и задним колесам. У ребят получается. Не забывай про тормоза, Дайсон. Получается не у всех и не всегда, но в конце концов мы сюда приехали учиться. Вообще очень интересное упражнение, которое развивает возможность у вас ездить по разным траекториям колес. То есть заднее колесо едет по одной траектории, переднее по другой. Это дает возможность вам раскоординации движения, а главное
в каких-то суперсложных ситуациях управления и координации движения непосредственно ручек, тормозов, газа. Потому что, видите, он продавливает подвесочку, заезжает туда и, в общем, все это упражнение крайне развивает скилл. Грэм немножечко усложнил процесс, попросив ребят проезжать, делать все то же самое, только очень-очень медленно, контролируя сцепление и поджимая задний тормоз, для того, чтобы еще больше развить баланс. То есть сейчас, смотрите, он показывает траекторию, и очень медленно нужно заезжать. Иногда даже вставать на нем и стараться балансировать. Это даст возможность развить у вас баланс, ну и существенно, конечно же, значительно существенно усилить и усложнить это упражнение. Если ты делаешь это упражнение медленней, то это значительно его усложняет. Посмотрите, до этого у ребят все получалось, но сейчас нет. Медленный. Надо делать медленнее. Грэм недоволен. Nice and slow, clutch, front brake, rear brake, get the line good. Нужно делать медленно, контролируя при этом сцепление и тормоза. Вот так нужно правильно падать. Дело в том, что это... do it Jarvis style. Итак, друзья, мы подошли к самому, наверное, интересному. Это подъемы. Как правильно проезжать подъемы, что делать, какую использовать передачу, как работать с подвеской на подъемах. Вот это, наверное, одна из самых интересных тем, которые сейчас рассказывает Грэм Джарвис. Импровизированное китайское сейчас объяснение, как правильно проезжать подъемы. Расскажи, что говорил Грэм. Грэм говорит так: выберите правильный. Внимание уделять надо разгону. Если хороший разгон и хороший газ, то наверху все будет нормально. Если здесь накосячите, то там не заедете. Держать полную ручку, сглатывать кочки, разгоняться максимально хорошо, чтобы наверху было удобно. Если не хватает передачи, умейте пользоваться, снижать передачу или повышать. Уметь пользоваться сцеплением, чтобы заехать в самую верхушечку, когда уже мощности не хватает. Когда сидя, когда стоя? Если ровно, то можно сесть. Если есть кочки, то надо привставать, чтобы их сглатывать ногами. Нужно переключаться на подъеме передач? Нужно, если это нужно. Но если подъем требует. Если вторая не вывозит, надо включить первую. Тогда нужно. Как избежать курв? Он мне об этом не рассказывал. Спроси. Грэм, how to not to do the curva when bike is over wheelie? So it's all again to the clutch. The clutch is going to save you. Doesn't matter, you can be leaning back. You pull the clutch in, it's going to come down. Как правильно выбрать траекторию? How choose a direction right? Get the line. So generally, you're looking for, if the rear tyre's flat on the ground, it's going to grip a lot better. So we're always looking for flat ground, no angles like tree roots, rocks. You don't want to be the tyre angled on anything. If it's flat against the surface, the tire's going to grip a lot better. Чем ровнее, тем лучше, короче. Без камней, без веток, без корней. Если видишь ровный участок, вот как здесь, то вот такой будет оптимальный. And if it's a mix of, quite often it's a mix of slippery bits, grippy bits. So you're always trying to put the power where there's grip, and carry the speed on the slippery bits. Там, где есть зацеп, лучше ускориться и добавить газу, чтобы потом, если будет скользкое место, тебе хватило инерции. Ничего нового, короче. Какую позицию лучше всего использовать при заезде на подъем? Standing or sitting up, you've got your seated position. So if you're sat down and it's flat, you're powering it, you can get up the front a little bit. And you go into the slow position, you can get back a little bit to pressure the tyre. So you're moving about all the time, but this particular one,
standing up, you're going to be knees forwards a little bit, but leaning back. So you've got tension on the bars. The tyre is pressured for grip, and you've got the engine pulling. Because this hill climb is possible in first, second, third gear, different speeds. There's enough grip there to go slowly or carry your speed, but obviously the safest way is to carry your speed. Зависит от скорости на подъеме. Если ты сидишь и подъем ровный, то можно уйти вперед и газовать во всю дырку. Если подъем требует более медленной скорости, то ты наоборот уходишь назад и даешь давление на заднее колесо, чтобы был лучший зацеп. Здесь этот подъем можно пройти на разных скоростях и можно попробовать, какая позиция для каждой скорости будет лучше подходить. Сейчас Грэм объясняет, как правильно делать тики-таки. Он говорит о том, чтобы делать это уверенно, необходимо четко работать со сцеплением и понимать, что ты делаешь. Посмотрите, как у него работает сцепление, ребята. So that's the first step, to find the confidence with the front wheel in the air. Значит, первый шаг – это натренировать переднее колесо, навык поднимать переднее колесо, чтобы оно спокойно находилось в воздухе. And then the tiki-taki is basically that, floating the front wheel in the air, but then turning, so you got one foot on. You can see it's same as the technique yesterday. We were doing the lift, that you turn it and you can hold the back wheel against the banking, lean it in, feather the clutch. Для того, чтобы у вас это четко получалось, вам необходимо ставить ногу либо налево, либо направо. И обратите внимание на технику, которую он сейчас показывает, и на так как он работает с сцеплением. And also, that holding the front wheel in the air is quite good for the big ruts. When you get stuck, you know, the footrests are touching, you just get the front wheel up, and then you creep it forwards. So quite often I'm just creeping forwards, hanging back and holding it in the air, because it's pressure in the back wheel, and it's keeping the front wheel. So for example, you could turn around there in the rut, just keep one foot on, you're pressuring the peg then for grip. Очень важно продавливать подножки, пеги, чтобы зацеп оставался на заднем колесе. Нужно настолько аккуратно отпускать сцепление, чтобы колесо не проскакивало. Вот он сейчас показывает, как неправильно это делать. Видите? Не может это сделать. Если ты работаешь с сцеплением так, чтобы у тебя не проскакивало заднее колесо, и вот, посмотри, то тогда все будет хорошо. So the key is to always pressure that peg, and then you can balance with the other foot. You've got the grip, the pressure for the grip. Не сломай подрамник, будь аккуратен. Добро пожаловать в эндуро. Пробую делать тики-таки, учится работать с сцеплением. У кого-то получается, у кого-то нет. Сейчас покажет Грэм Джарвис, как надо. Вот у одного только получается. Посмотрите, он поднял, держит. Удивительная вообще работа с сцеплением, парни. Это просто фантастика. Грэм решил немножко усложнить процесс, и в момент подъема, посмотрите, он попросил ребят, чтобы они разворачивали мотоцикл направо. То есть поднялся, повернул, поехал дальше. Это упражнение тренирует вот как раз эту историю с тики-таками
и позволяет вам более четко контролировать мотоцикл во время подъема. И это, конечно, уникальная история, потому что я первый раз вижу вот такую трансформацию этого упражнения. Очень прикольно. Не забудь повторять это после просмотра этого видео. Мне кажется, это... Точнее, я точно уверен, что это очень важное упражнение, которое даст тебе возможность раскрепоститься на твоем эндуро-мотоцикле. Что ты сказал? Ты хочешь сказать, что ты сегодня никуда не поедешь? Ну-ка, целуй. Давай. Вот. Теперь можешь не ехать. Друзья, еще одно упражнение от Грэма Джарвиса. Посмотрите, он расставил камушки. Необходимо сделать вот что. Подпрыгнуть на одним и сразу же допрыгнуть передним колесом до второго камня. Видно? Да, надеюсь, вам видно. Вот, вот видите? Вот это чувство опять же тренирует, вот, опять же тренирует у вас чувство заднего переднего колеса. Вам не должно быть страшно в момент приземления на какое-то либо препятствие передним колесом. Промахнул. Друзья, все упражнения, которые здесь дает Грэм, их можно делать вообще на 20 квадратных метров. Я об этом уже говорил. Итак, парни, чему учит это упражнение? Конечно же, контролю газа, контролю скольжения заднего колеса. Это упражнение дает тебе возможность контролировать и не бояться в момент нештатной ситуации, например, на подъеме, на каком-то страверс или еще что-то, более четко контролировать ситуацию. Упражнение... В общем-то, ничего суперсложного нет. Сначала вы делаете на правую сторону, потом вы делаете на левую сторону, но насколько это эффективно? То есть, понимаете, почему, черт возьми, мы не знали об этом раньше? Вот это, конечно, очень здорово. Каждый из нас хочет научиться так, как это делает Грэм. Использовать каждое препятствие для траекторию, для того, чтобы проходить все это проще, легче и доступней. Сейчас Грэм будет учить, как правильно отталкиваться передним колесом от дерева и в этот же момент разворачивать мотоцикл. Навык, который мы все видим в YouTube, но как это делается, сейчас мы вам покажем. Ничего не надо делать, само все. Я серьезно. Дерево здесь настолько удобное, что не надо прожиматься и поднимать колесо. Подкат к нему настолько удобный, что мотоцикл сам на него заедет. Обязательно воспользуйся этим навыком, расскажи об этом своим друзьям, ну а главное, напиши нам, получилось у тебя это или нет. Еще одно увлекательное упражнение, которое дает возможность прочувствовать мотоцикл и органично им управлять. Смотрите, задача заехать сбоку вот сюда, подпрыгнуть вот на этом кусочке
и перепрыгнуть через бревно. Сейчас Алексей вам это покажет. Ребят, покажите, пожалуйста, еще раз, как надо. Как надо? Да, как надо. Вон так. Используя ресурсы подвески, посмотрите, сейчас он прожмет подвеску. Оп. То есть, если бы он проезжал это бревно напрямую, то это было бы немного сложнее, в отличие от того, если бы это бревно проезжать именно вот с таким отскоком. Еще раз. Нужно использовать все возможные ресурсы в подвеске. Kind of staying back a little bit, pull up a little bit more on the bars. If you come in, pull up. Он говорит, прожми подвеску, отпрыгни от нее и вместе с газом переезжай туда. Понял. Всё. Понял, давай. Вот здесь вот прожимается подвеска, вот сюда ударяется переднее колесо. И вот так не выскакивает. Еще разочек, давай. Почти идеально, не всегда все получается как хочется, но потому что за один день к этому всему подготовиться нельзя. Константин. Вот. И фактически идеально получилось. Друзья, за 3 дня нам удалось пережить что-то невероятное. Грэм полностью перевернул наше сознание о эндуро. Действительно, это так. И надеюсь, нам тоже удалось передать вам через экран вашего гаджета весь навык и опыт, который мы проникли здесь. Ребята, вы были на канале Все в Эндуро. С нами был Грэм Джарвис. Подписывайтесь на наш инстаграм, не забывайте комментировать, не забывайте присылать это видео своим друзьям, тем самым вы развиваете российское эндуро. Ну а для нас это очень важно.